Добрый день! Сегодня мы с вами научимся вязать яркую, стильную, красивую модель носочков. Модель выполнена крючком и подойдет на размеры 38-39. Как выполнить другой размер, я буду рассказывать в процессе вывязывания. Начнем выполнение с носочной части и будем вязать круговыми рядами, выполнив сразу круговую, полотно верхней части и полотно подошвы. Затем мы продолжим вязать ровными рядами, сформируем пяточку и по завершении выполним обвязку и ряды резинки. Для данной модельки вы можете использовать любые остатки пряжи, какие у вас есть. К нам могут присоединяться и начинающие рукодельницы. Для работы мы будем использовать пряжу различных цветов. Также нам понадобится крючок, маркеры и ножницы. Приступаем к выполнению. Светло-зеленой нитью я наберу цепочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. И соединяю в кольцо, выполняя соединительную петлю в первую воздушную. У нас образовалось колечко. Далее 3 воздушные петли подъема, и в колечко мы должны провязать 15 столбиков с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И так мы провяжем 15 столбиков. Я провязала все 15 столбиков с одним накидом. Мы завершаем ряд и выполняем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Ряд завершен. Далее 3 воздушные петли подъема. И мы должны будем провязать столбик с одним накидом в ту воздушную петлю подъема, в которую мы завершали ряд. Провязываем. Далее вершинку каждого столбика предыдущего ряда мы провяжем по 2 столбика с одним накидом. Заводим крючок под вершинку, выполняем первый столбик и в эту же вершинку еще один. Провязали. И так мы будем повторять. Заводим крючок под вершинку, провязываем первый столбик и в эту же вершинку еще один. Теперь в следующую вершинку столбика первый столбик и второй. Снова в следующую вершинку первый столбик и второй. И так мы выполним до конца ряда. Мы завершаем второй круговой ряд. В вершинку каждого столбика предыдущего ряда мы провязали по 2 столбика с одним накидом. И теперь выполняем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Ряд завершен. Далее 3 воздушные петли подъема. И мы провяжем столбик с одним накидом в воздушную петлю, в которую мы завершали ряд. Заводим крючок и провязываем. Затем над следующим столбиком предыдущего ряда мы провяжем столбик с одним накидом. Далее мы будем чередовать. Вершинку следующего столбика мы провяжем 2 столбика с одним накидом. Первый и в эту же вершинку еще один. А уже над следующим столбиком один столбик. Заводим крючок, провязываем один столбик и чередуем. Вершинку следующего столбика 2 столбика с одним основанием, провязываем
Заводим крючок под вершинку, провязываем первый столбик и в эту же вершинку еще один. А над следующим столбиком один столбик. Далее снова 2 столбика, первый и в эту же вершинку второй, а затем один столбик. И так мы будем выполнять до конца ряда. Мы завершаем выполнение ряда и провязываем соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Мы с вами провязали 3 ряда, мы выполнили прибавление, и сейчас в полотне у нас 48 столбиков. Далее мы продолжим вязать уже без прибавлений. Сейчас выполняем 3 воздушные петли подъема. Петли подъема считаются первым столбиком, это для начинающих. И далее мы провязываем вершинку каждого столбика предыдущего ряда по одному столбику. Итак, мы с вами провяжем этот круговой ряд и выполним еще один точно такой же. Я продолжила работу и связала 2 ряда без прибавлений после первых 3 рядов работы. И сейчас мы завершаем выполнение носочной части. Я буду вводить в работу ниточку уже ярко-оранжевого цвета. И завершаем этот ряд так. Вводим крючок в третью воздушную петлю подъема и соединительную петлю выполняем уже ниточкой другого цвета, тем цветом, которым начинается у вас следующий ряд. Следующий ряд — это первый ряд основного узора, и мы будем вязать так: 3 воздушные петли подъема, и мы должны будем провязать столбик с одним накидом в воздушную петлю, в которую завершали ряд. Провязываем. Выполнили. Все ниточки мы потом подтянем хорошо. И далее мы будем вязать так: 1 столбик в предыдущем ряду мы пропускаем, а в вершинку следующего будем вязать по 2 столбика с одним накидом, с одним основанием. То есть заводим крючок в вершинку, провязываем первый столбик и в эту же вершинку еще один. Провязали. Дальше снова мы 1 столбик пропускаем, в вершинку следующего выполняем 2 столбика с одним накидом. Первый и второй. Снова 1 столбик пропускаем и дальше выполняем вершинку следующего 2 столбика с одним накидом. И так мы будем чередовать: 1 пропускаем, а вершинку следующего провязываем 2 столбика с одним накидом. Так мы выполним до конца ряда. Мы завершаем выполнение первого ряда нашего основного узора. Я провязала 2 столбика с одним накидом, с одним основанием. 1 столбик у нас остается, мы его пропускаем, и мы вводим крючок в третью воздушную петлю подъема, и завершать ряд мы будем уже другим цветом, тем цветом, которым будем выполнять следующий ряд. Я меняю цвет в каждом ряду, вы на ваше усмотрение. Я завершила ряд, и теперь 3 воздушные петли подъема, и в ту же воздушную петлю подъема, в которую мы завершали ряд, провязываем столбик с одним накидом. Все эти ниточки мы потом подтянем и спрячем. И далее мы будем вязать так: 1 столбик мы пропускаем, а вот следующая вилочка из 2 столбиков в первый мы выполняем 2 столбика с одним накидом, с одним основанием. То есть вершинку выполняем 2 столбика, провязываем первый и
в эту же вершинку еще один. Далее повторяем. Один столбик мы пропускаем, в вершинку следующего провяжем 2. Первый, второй. Снова один столбик пропускаем, а в вершинку следующего выполним 2. Первый и второй. И так мы будем чередовать. Столбик пропускаем, а над следующим столбиком выполняем 2 столбика с одним основанием. Так мы провяжем до конца ряда. Завершаем выполнение второго ряда основного узора. И точно так же в третьем ряду я буду вязать другим цветом. Поэтому сейчас ввожу крючок в третью воздушную петлю подъема, беру ниточку другого цвета и выполняю соединительную петлю. Вот так. Ряд завершен. Далее 3 воздушные петли подъема. И в ту воздушную петлю, в которую мы завершали ряд, провяжем столбик с одним накидом. И далее будем выполнять, как и в предыдущем ряду. Один столбик мы пропускаем, а в вершинку следующего провязываем 2 столбика с одним основанием. Провязываем первый столбик и в эту же вершинку еще один. Выполнили. Снова один столбик мы пропускаем, в вершинку следующего провязываем 2 столбика с одним накидом. Первый и в эту же вершинку еще один. Снова один пропускаем, в вершинку следующего выполняем 2 столбика. Первый, второй. И чередуем. Один пропускаем, в вершинку следующего провязываем 2 столбика с одним основанием. Так мы выполним до конца ряда. Вот я довязываю до конца уже третий ряд нашего основного узора. Также завершаю ряд, вводим крючок в третью воздушную петлю подъема. И дальше у меня снова новый цвет нити. Завершаем именно этой ниточкой. Мы начнем 4-й ряд. Он выполняется точно так же. 3 воздушные петли подъема. Затем в ту воздушную петлю, в которую мы завершали ряд, мы провязываем столбик с одним накидом. Ну а далее будем чередовать. Один столбик мы пропускаем, а в вершинку следующего провязываем 2 столбика. Первый, второй. Снова один столбик пропускаем, в вершинку следующего провязываем 2 столбика с одним накидом. То есть точно так же, как мы вязали в предыдущих рядах. Один пропускаем, а в вершинку следующего провязываем 2. Сейчас мы с вами промеряем наше полотно. На данном этапе нужно сделать примерочку, посмотреть по ножке, садится ли наш носочек. Вот, ширина нашего полотна 10 сантиметров. Это приблизительно на объем стопы, окружность стопы 23 сантиметра. И сейчас посмотрим, что мы будем делать дальше. Я начала выполнение белым цветом уже 4-го ряда узора. Всего чередований у меня 6. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6. В вашем случае количество рядов произвольное. Можно вязать по 2 ряда или по 3 даже ряда одним цветом. Это уже на ваше усмотрение. То есть я провяжу 6 рядов, чередуя цвета разной нитью. А затем это чередование повторю еще раз. И мы продолжим работу. Вот такое яркое, красивое полотно у нас получается. Всего я провязала основным узором 12 рядов, по 6 рядов чередования разным цветом. И сейчас мы промеряем длину нашего полотна от носочка. Всего получается у нас 14 сантиметров. Это для размера 38-39. И сейчас расскажу, что мы будем делать дальше. Вот маркером
я отметила центральных 14 петель. То есть если вернуться на противоположную сторону полотна, вот там, где мы соединяли наши круговые ряды, это полотно мы оставляем на подошву. И вот от петель подъема в последнем ряду я отсчитала 16 столбиков, вот они, и после них 14 мы оставляем открытыми, а оставшиеся 34 мы будем вязать уже не круговыми, а поворотными рядами. Беру в работу ниточку светло-зеленого цвета, и теперь мы должны будем перевернуть работу на изнаночную сторону, заводим крючок под столбик и выполняем 3 воздушные петли подъема. И дальше мы провязываем ряд столбиков с одним накидом, выполняя в каждый столбик по одному столбику. И так мы провяжем вот до второго нашего маркера. Заканчиваем выполнение первого ряда ровной части. И я провязала уже 33 столбика, остается провязать последний 34 столбик. И мы довязали до второго маркера, маркер мы убираем. Выполнять мы будем поворотные ряды, как я и говорила. Сейчас 3 воздушные петли подъема. Работу переворачиваем и провязываем уже второй ряд столбиков с одним накидом. Так мы выполним до конца ряда, и всего таких поворотных рядов свяжем 7. Я продолжила вязать ровные ряды, связала всего 7 рядов, и сейчас мы промеряем от носочной части. Сейчас полотно где-то 21,5-22 сантиметра, немножко тянется. Это на размер 38-39, где длина стелечки 24-25. То есть оставшиеся 2,5-3 сантиметра у нас будет на полотно пяточки. Так что ориентируйтесь по своей ножке. Если у вас размер больше, то вы довязываете еще несколько рядов. Если же меньше, то вяжите соответственно меньшее количество рядов. Дальше приступим к формированию пяточки. Сейчас в ряду у нас 34 столбика с одним накидом. 10 центральных мы выделим для пяточки. И до центральных 10 мы провяжем 12 столбиков. При этом мы переходим на полотно столбиков без накида. Вот сейчас, там где я завершала работу, я выполняю одну воздушную петлю подъема и должна провязать еще 11 столбиков без накида. Петля подъема — это наш первый столбик. Выполняю второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11 и 12. То есть мы провязали 12 столбиков до центральных 10, и теперь будем выполнять 10 столбиков самой пяточки. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и
10 столбик. Провязали 10 столбиков пяточки, и для того, чтобы ее формировать, мы будем выполнять присоединение с обеих сторон к столбикам, которые ранее мы вязали. Первое присоединение будет через столбик. То есть вот сейчас в полотне у нас первый столбик, следующий. Вот этот первый столбик после провязанного последнего мы пропускаем, вводим крючок в вершинку следующего и выполняем соединительную петлю. Работу переворачиваем и провязываем 10 столбиков. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и последний 10. Провязали 10 столбиков по изнаночной стороне, и также мы будем присоединяться первый раз через столбик. То есть вот первый столбик, который рядышком, мы пропускаем, вводим крючок в вершинку следующего и выполняем соединительную петлю. Первые 2 ряда мы провязали, последующие будем выполнять немножко иначе. Выполняем одну воздушную петлю подъема, работу переворачиваем, петля подъема это первый столбик, и теперь от крючка отсчитываем 1, 2, третью петелечку, в нее выполняем второй столбик, и так провязываем 10. Третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и 10 последний. Провязали, и дальше мы будем выполнять присоединение уже в каждый последующий столбик. То есть сейчас заводим в ближний столбик крючок, захватываем рабочую ниточку, выполняем соединительную петлю. Присоединились, 1 воздушная петля подъема, переворачиваем работу, отсчитываем 1, 2, 3 столбик, под третью петелечку вводим крючок и продолжаем вязать. Второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и последний 10. И опять-таки с изнаночной стороны мы будем также присоединяться уже в каждый последующий столбик. Вот в ближний столбик вводим крючок и выполняем соединительную петлю. Дальше действие повторяем. 1 воздушная петля подъема, работу переворачиваем, в третью петелечку от крючка провязываем второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и последний 10. Провязали, и теперь присоединение. Вот уже вводим в вершинку следующего столбика крючок, выполняем соединительную петлю. Дальше 1 воздушная петля подъема, в третью петлю от крючка провязываем второй столбик, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый и последний 10. Уже следующее присоединение. Вот хорошо видны вершинки наших столбиков. В ближнюю вершинку вводим крючок и выполняем соединительную петлю. Посмотрим, что у нас получается. Вот формируется полотно пяточки.
И наша задача выполнять ряды с присоединениями до тех пор, пока мы не присоединимся с обеих сторон ко всем столбикам полотна. Я закончила выполнение полотна пяточки. Получается достаточно высокая пяточка данной модельки. И дальше мы с вами будем выполнять круговые ряды обвязки. При этом будем вязать их основным узором. И я буду чередовать цвет нитей точно так же, как в основном полотне. Сейчас мы вернемся к моменту последнего присоединения. Вот я сейчас подраспущу. Рабочую ниточку зеленую я уже обрезала и ввожу в работу ярко-оранжевую ниточку. И последнее присоединение мы должны будем выполнить уже ниточкой другого цвета. Вот так. Теперь 3 воздушные петли подъема. Работу переворачиваем. И мы должны будем провязать столбик с одним накидом в то место, в которое мы только что присоединялись. То есть в ту же воздушную петлю. Зеленую ниточку мы подтянем. И дальше мы будем вязать основным узором. То есть один мы столбик пропускаем, а в вершинку следующего провязываем 2 столбика с одним накидом. Один пропускаем, в вершинку следующего 2. Снова пропускаем, провязываем вершинку следующего 2. Точно так же провязываем дальше. И вот один пропускаем, вершинку следующего 2 столбика с одним накидом. Мы провязали над столбиками пяточки. Дальше мы уже переходим на основное полотно. И здесь мы будем вязать так. Вот у нас петли подъема, затем столбик, петли подъема, столбик. И вот под петли подъема провязываем 2 столбика. Затем уже следующие 2 столбика под следующий столбик ряда полотна. Первый и второй. И дальше снова под петли подъема у нас 2 столбика. А следующие 2 столбика под столбик полотна. Повторяем под петли подъема, затем под следующий столбик и под петли подъема. Боковую часть мы обвязали, и сейчас будем обвязывать центральную часть. И тут получается вот этот столбик, с которого мы начинали ровные ряды, мы пропускаем, а в вершинку следующего провязываем 2 столбика. Дальше один столбик мы пропускаем, а в вершинку следующего провязываем 2. Тут мы уже разобрались. Один столбик пропускаем, в вершинку следующего провязываем 2. И так мы довяжем до конца ряда. Завершаем выполнение первого кругового ряда обвязки. И я сейчас ввожу крючок в 3-ю воздушную петлю подъема. Следующий ряд у меня будет ниточкой черного цвета. Выполняю соединительную петлю именно этой ниточкой. Затем 3 воздушные петли подъема. И провязываем столбик с одним накидом в ту воздушную петлю, в которую мы только что завершали работу. Провязали. Дальше, как и в основном полотне,
1 столбик пропускаем, вершинку следующего провязываем 2. 1 пропускаем, вершинку следующего провязываем 2. Тут у нас ничего не меняется. 1 пропускаем, вершинку следующего провязываем 2. И всего таких рядов я свяжу 6. Я продолжила выполнять ряды обвязки. Всего провязала 6 рядов основным узором. А последний ряд, это первый ряд резинки, я провязала светло-зеленой нитью ряд столбиков с одним накидом. И мы промеряем длину получившегося полотна. Вот 24 сантиметра. Ну, тянется очень хорошо, видно до 25 сантиметров. И теперь обращаю ваше внимание, после того, как вы выполнили ряды обвязки, необходимо примерить носочек. Если здесь очень широко, то в первом ряду резинки можно сделать убавление и посадить по ножке. Сама резинка, ряды резинки сейчас немножко подтянут наше полотно. Оно будет сидеть плотненько, но лучше все-таки промерить. Вот сейчас я завершаю первый ряд резинки, выполняю соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. Далее завожу крючок вот таким образом под петли подъема и выполняю соединительную петлю. Далее 2 воздушные петли подъема и приступаем к выполнению чередования выпуклых и вогнутых столбиков. Накид на крючок, заводим крючок под столбик, завожу я его вот таким образом и провязываю столбик с одним накидом. Провязали выпуклый столбик, накид на крючок, теперь вогнутый столбик. Заводим крючок с изнаночной стороны и как бы загибаем сам столбик на изнаночную сторону и провязываем столбик с одним накидом. Получился вогнутый. И снова накид на крючок, заводим крючок вот таким образом, захватываем рабочую ниточку и провязываем столбик с одним накидом. Затем заводим крючок и следующий столбик вот как бы загибаем его по изнаночной стороне. И будем чередовать: один столбик выпуклый, следующий, вот заводим крючок вот таким образом, вот так, и провязываем вогнутый. Выпуклый столбик, и вогнутый. Так провяжем до конца ряда. Завершаем выполнение ряда, и мы должны провязать соединительную петлю во вторую воздушную петлю подъема. Закончили ряд. Далее 2 воздушные петли подъема, и в этом ряду будем вязать так: над выпуклым столбиком мы будем вязать выпуклый. Заводим крючок вот таким образом, захватываем рабочую ниточку и провязываем столбик. А над вогнутым вогнутый точно так же заводим крючок вот таким образом, захватываем рабочую ниточку и провязываем столбик с одним накидом. И чередуем снова выпуклый, и затем заводим крючок и провязываем вогнутый. Чередуем: один выпуклый столбик, следующий вогнутый. И такое количество рядов на ваше усмотрение. Я закончила работу. Всего рядов
чередования выпуклых вогнутых столбиков я выполнила 3. Вы выполняете это количество на ваше усмотрение. И наши носочки готовы. Сегодня мы с вами научились вязать вот такую яркую, стильную, оригинальную модель носочков. Сочетая различные цвета в полотне, вы можете сделать эту модель совершенно другой. Я желаю вам творческих успехов!